Всем приветик, с вами опять же Скибидипурух, и в этом видео я покажу, как делать свои кастомные морфы в RP режимах на примере FTVR 2. Будем пробовать делать камерамена 3.0. Естественно, самым эффективным и красивым способом будет создание с помощью строительства птусом F3X. Чтобы его получить, напишите в чат команду Ptools. Будем делать 3.0 на камерамене. Делаем его иншурет на клавише M. Но вам обязательно нужен ПК для этого способа. С телефона это не получится. Желательно, чтобы у вас был опыт строительства птусом. Но для незнающих я все же проведу тутор по нужным для нас инструментам на данный момент. Самый главный инструмент, пожалуй, это перенос объекта на клавишу Z. Он желтого цвета. Далее инструмент для поворота объектов на клавишу C. Он зеленого цвета. Также, если вы хотите перекрасить модель, то вам на помощь идет инструмент перекрашивания на клавишу V. Оно красного цвета. Ну, теперь почти что основа, на которой ваш морф будет отделяться. Меши, или же понятнее модели. На клавишу H вы сможете сделать из объекта, из именно парта mesh модель. Стоп. Перед тем, как мы начнем творить, найдите, пожалуйста, в модели part. В помощь вам идет Explorer, который открывается с комбинацией клавиш Shift-H. На моем примере это Broken Screen, который находится в Head. Нажимая на него, теперь делаю его видимым. Нажимаю на N, вставляю в Transparency 0 и место 1, теперь оно видно. Нажимаю H и... где модели и как ее сделать? Нужно переключить с Head на File. Все еще нету модели, но в данном окне уже есть строчки как Mesh ID и Texture ID. В эти строчки нужно будет ставить ID. Ну а где их достать? Явно не в Marketplace студии, потому что там оно не работает. Разработчик не обновил Tools. Я советую находить ID в Discord сервере Toilet World Roleplay 2 в канале Mesh and Texture. Я вбиваю сюда в поиск камераменов 3.0 и нахожу ID его мешев и текстур. Копирую их и распределяю туда, куда надо. Mesh в Mesh ID. Текстур в Текстур ID. Как видите, я сделал голову камерамена, но у камераменов 3.0 была камера темного цвета. Но это тоже есть решение. В панели мешев есть палитра под Текстур ID. Нажимаю и изменяю на черную. Вуаля, готово, very easy. Но камера довольно маленькая. Хочу сделать побольше. В Scale меняем на любые цифры и числа, которые подойдут лучше всего. У меня те цифры, которые я поставлю сейчас на экране. Однако я хотел бы еще и изменить фонарик камерамену на синий. Копируем Broken Screen и меняем ему Mesh на цилиндр. Редактируем и ставим куда угодно. Да, не только из мешев можно делать морфы. Делаем точно так же на все меши. Кстати, они есть у меня в описании видео. Итак, вот, сделано. Но я хотел бы еще сделать, чтобы камерамен мог брать бластер Астра. Ставим бластер в этом положении. Что ж, вот так оно смотрится. Но, чего-то тут не хватает. Я хочу на него накинуть такой же плащ, как и у меня на аватаре. Так тоже можно сделать. Ищем в Explorer себя и ищем там аксессуар, который вам нужен. Для меня это пальто. Нажимаем на Mesh и переписываем эти меши и текстуры оттуда себе куда-то. Переписали, возвращаемся обратно. Я делаю Mesh и добавляю свое пальто и рукава. Вот так получше. А теперь самое главное. Чтобы ваш морф работал исправно, то вам стоит его привязать к тем частям, на которых оно будет держаться. То есть нажимаем F
ищем меж. Я нашел левый рукав. Выделяю левый рукав и левую руку. В панели Welda нажимаем на Weld to Last. Если написано Created One Welds, то все успешно. Поздравляю. А теперь делаем точно так же со всеми. То есть камера к голове, бластер к стан-пушке, которая находится в правой руке, правая рука к правой руке, пальто, джетпак и так далее, что находится на торсе, велдим к торсу. Что ж, вот и все. Берем морф. Однако тут ошибка. Мы сейчас играем за пустоту, потому что мы сейчас анчорит в морфе. Чтобы это изменить, вы можете написать в чат команду have. Бам. Вот. Мы теперь в морфе. Поздравляю. Мы все сделали отлично. Однако, если вы не хотите делать морфу из мешев, то вот вам гайд номер 2. Итак, что я имею в виду под ассетами? Это, например, модели из морфов, такие как колонки, броня и так далее на других морфов. Например, я хочу сделать на руках Даркспикера броню, как на колонках у Тосэма. Сделаем налегке. Берем морфы у Тосэма и Даркспикера и делаем их аншорт на клавишу M. Далее нажимаем Shift-H, чтобы открыть Explorer. Находим ассет. Броня колонок, например, находится в торсе и в Back Speaker Assets. Теперь тащим его к Даркспикеру и самое главное, ищем в морфе Даркспикера Гуманоид Root Part. И делаем гуманоид и эту броню в одну модель нажатием комбинации Shift-G. Сделано. Теперь быстро размоделируем их, чтобы не произошли проблемы. Теперь эта броня находится в модели Даркспикера. Изменяем ее размер под руку и велдим ее к руке. То есть нажимаем F, выделяем оба объекта и Weld to Last. Готово. Берем морф, пишем have и видим, что все получилось. Да, изредка у морфов ломается рука или нога, но это ни в коем случае не ваша проблема. Просто проблема модели. Однако, если вам лень писать have, то вы можете его разанчорить. Берем и мы становимся им уже без команды. Точно такой же работает и на прошлом способе. Ну что ж, хорошая новость для юзеров мобилок. Следующий способ для вас. Итак, самый легкий и менее красивый способ подходит и для телефонов. Берем морф и открываем в браузере Roblox. Потом каталог и ищем аксессуар, который мы хотим. Например, ядро Watchman. Находим это ядро, заходим на его страничку и теперь открываем ссылку и копируем оттуда эти цифры. Переходим обратно в игру и пишем команду getMeID. То есть, давайте разберу ее. Вы сначала ищете префикс, у меня это восклицательный знак, пишем команду head и уже пишем ник игрока, которому вы хотите выдать морф. То есть нам можно написать me вместо своего ника. После уже вставляем ID. Что ж, вот мы одели аксессуары. Это также и работает на публик серверах, но вам обязательно нужна випка. Также этот аксессуар можно изменить. Берем Tools, открываем Explorer, находим себя, находим наш аксессуар, нажимаем снова Mesh на H, и теперь мы можем изменить ему размер и передвинуть его по координате. Все. После ресета, естественно, морф не сохранится. Что ж, вот и конец видео. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Также, если вам понравилось это видео, то могу начать рубрику «Как создать морф». Вы можете написать мне в комментариях, какой морф создать, и я его создам на видео с гайдом. Все, скоро мы увидимся вновь.